Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Сытник на связи прямо сейчас. Юрий, приветствую вас. Приветствую вашу аудиторию. Юрий, начать наш разговор я предлагаю с такой достаточно сложной военно-политической обстановки. Выходит Трамп и говорит об атаке Российской Федерации на территорию Украины, которая, в принципе, она имеет такой растянутый характер. То есть мы видели некий такой большой налет, да, потом мы видим отдельные обстрелы. Сегодня, например, пережил обстрел город Харьков, достаточно плотный и мощный. И вот это все как бы в комплексе, да, называется неким ответом за диверсионные действия, подрывы мостов, там, железной дороги, дроны, которые летят на Крым и на территорию России. В общем, такой ответ Путина за, в том числе, и аэродромы, да, и подбитые самолеты. И Трамп выходит и говорит, что это Украина дала самоповод разбомбить к чертям. Это прямая речь, собственно, себя, да, Путину. Вообще интересная сейчас, скажем так, конфигурация складывается. Получается, что бы Путин сейчас не предпринял, какое бы оружие ни запустил, это, в принципе, Америкой легитимизировано. Ну, то есть, они видят, что, как бы, да, можно делать все, что хочешь. Вот эта спираль эскалации, куда нас заведет? Какие мысли по этому поводу? Ну, мысли, конечно, не очень веселые, поскольку завершение может быть ожидаемое не первый год применения тактического ядерного оружия, о чем опять-таки тема, которая опять вернулись в последнее время и которая обговаривает. Что касается там Трампа, ну, знаете, Трамп очень продуктивный в плане там написания каких-то постов там в соцсети, в своей соцсети, высказываний. Но у него немножко мысль идет, вернее, слова идут впереди мысли. То есть он сначала скажет, а потом начинают уточнять. Или говорит, да нет, я такого не говорил. Но это в его стиле. Так что воспринимать это надо через призму, скажем так, личности Трампа. Но, конечно, то, что он своеобразно, да, легитимизировал какие-то действия России, конечно, это факт уже, который неоспоримый своим, скажем так, не молчаливым даже согласием, а своим утверждением, что да, Россия там сейчас может нанести удар как ответку, значит, за нанесение ударов там украинскими беспилотниками по российской стратегической авиации. Но давайте посмотрим на картину немножко шире, да, все-таки не все гладко в царстве Трампа. Я имею в виду там последние его перепалки, такие достаточно жесткие, да, которые перешли на личности с Маском. То, что говорят о молчании Маска, который там не отвечает на звонки, то, что там у него рыночные проблемы, которые гораздо хуже, чем у Трампа, ну и так дальше. То есть там все не так просто. Ну и давайте не забывать, что у Трампа есть оппозиция, которая ждет и не дождется, когда наконец она сможет взять реванш. Поскольку болезненный был проигрыш для демократической партии, ну а сейчас вот каждая ошибка Трампа, каждое его, скажем так, неосторожное слово, каждое его выступление или пост в соцсетях, которые можно по-разному трактовать, расхождение его видения картины с реалиями, то есть он выдает желаемое за действительное, но это все служит поводом для атак его политических оппонентов. Что знаете, касается... в этой истории, вот давайте остановимся вот здесь немножко. Да. В этой истории тут вообще непонятно, кто больше выдает желаемое за действительное. Ну вот если просто взять и рассмотреть вот эту перепалку, которая вот уже начинает перемеливаться, и из нее получается мука. Вот крайнее заявление Трампа по этому поводу, о том, что, ну, по поводу контрактов, да, даже вот шутили у нас, что это такое... Ну, как в каждой шутке есть доля шутки, что это как восстание Пригожина, да, к Путину, так вот Маск восстал против Трампа. Типа, Трамп, где субсидии, да, там, Шойгу, где боеприпасы. Но на самом деле, вот если так вдуматься, то что Маск, что Трамп в этой истории, ну, очень и очень себя ведут достаточно, ну, я бы так сказал, очень и очень опрометчиво. И эти промахи видны и у Маска, и у Трампа. Но сейчас выходит как бы на то, что
Трамп говорит, да нет, будут контракты, если это будет справедливо, выгодно, и все будет нормально. Акции рухнули Теслы, потом немножко начали расти по мере того, как они начали опять пытаться замириться. Вообще есть такая версия, что это такая игра, да, игра на бирже. Мы же помним, когда Илон Маск выходит и говорит, вот эта монетка, какая-то там криптомонетка, она там будет в топе. Все сразу начинают покупать, цена начинает расти, на этом кто-то делает деньги. Вот сейчас точно такая же ситуация. Вроде как рассорились вдрызг, вроде как все, а потом начинают сближаться, и как бы цена активов идет в другую сторону. Ну, то есть, понимаете, какая-то вот странная штука. Ведь мы же имеем дело не только там с Маском, который играет с этим всем, мы имеем дело и с Трампом, у которого, напомню, свой Трамп-коин, который там заискивает и вообще хочет превратить ФРС, вот этого монстра, да, который печатает доллар, в какую-то такую структурку, а сам уйти, например, в криптовалюты, биткоин и так далее. То есть это же, эти планы, они же есть, просто в этом никто не разбирается. И, судя по всему, вот эта вот медийная история в том числе имеет под собой и такие чисто коммерческие цели. Знаете, мне кажется, что уже коммерческие цели, они регулируются по ходу сюжета, по ходу действия. Почему? Потому что в случае с заявлениями, с последними заявлениями Маска и вот эта перепалка, которая возникла, ну, кстати, вот наиболее таким ярким это было обвинение в участии в, скажем так, в оргиях Эпштейна, да, то есть в его тесных контактах, не только контактах там, дружеских, а именно участие вот этих всех безобразиях, это уже, знаете, как бы удар ниже пояса. Тут можно было бы как-то по-другому. Я понимаю, играть на критике законопроекта, с чего там начал Маск, это одно. А вот ударить по личному, тем более ударить ниже пояса, это уже немножко выходит за рамки игры на бирже. Так что мне кажется, что тут стороны сейчас пытаются как-то это все сгладить, но поезд уже пошел, да, уже сейчас уже поздно о чем-то говорить, поскольку уже все сказано и уже было сказано. Помириться, ну, возможно, помириться. Вот это уже более мне напоминает коммерческий подход. Нам выгодно сейчас помириться, чем дальше воевать, поскольку там теряем обои. Двое теряет, ну а кто-то третий там приобретает, конечно. Но дело даже не в том, понимаете, вот и Трамп, и Маск, они психически неустойчивы. Это мы видим, это я не говорю как человек, который в этом разбирается, но это как бы очевидно, да, по ихнему поведению. Вспомним там инаугурацию Трампа и поведение самого Трампа и Маска. Это первый такой момент. Второй момент. Давайте не забывать, что и Трамп, и Маск – это топ-менеджер. Это не собственники, если перевести в аналогию с бизнесом. Да, конечно, они имеют часть в бизнесе. Вот, ну, возьмем, например, Трамп как топ-менеджер, который, помните, как он требовал соответствующую зарплату, соответствующую часть акций, его оставили. Да? Он топ-менеджер, он имеет право требовать. Но есть еще собственники, те, которые вложили деньги. А они не обязательно публичные, они не обязательно что-то пишут в соцсетях, а скорее всего не пишут. Точно так же Трамп топ-менеджер республиканской партии. А если быть более точным, это тех людей, которые спонсируют республиканскую партию. И там тоже много непубличных людей. И вот эти топ-менеджеры, которые выражают какие-то интересы, вот они сейчас рассорились. Но это не значит, что их не принудят к примирению или кого-то спишут, кто более, там, скажем, кто более одиозный, кто более может навредить общему делу, да, или какому-то вектору интересов, который там уже сформирован вот в этой среде так называемых инвесторов. Так что тут вот эти все перепалки, они сейчас, конечно, будут пытаться замириться, то есть их будут пытаться примирить, но уже все. То есть поезд уехал, поскольку это уже удар ниже пояса. Это как, если вернуться к истории с Пригожиным, вот перешел красную черту, и дальше уже боливар двоих не вынесет. Кто-то должен уйти. Уйдут ли Трампа или Маска? Тут, конечно, вопрос интересный. Интрига интересная, поскольку, еще раз напомню, что у Маска за спиной свои инвесторы, но он уже делает политические заявления. Последние, там, или не последние, а там 2 дня назад его пост в его соцсети
да, в X, сети X, в Твиттере бывшем, о том, что надо ли нам партию, которая выражает интересы 80% среднего класса Америки. Прямым текстом уже политические его претензии. Мол, ребята, нам хватит республиканцы, демократы, и те, и другие плохие, давайте мы третья сила. Ну, нам, конечно, это очень близко, да, мы же помним, все время у нас появлялись третьи силы. В Украине, да, сколько их уже там было, можно сбиться со счета. Вот. Что касается Трампа, ну, еще раз говорю, он слишком одиозен, и мы еще не знаем всех последствий его, скажем так, тарифных экспериментов. Его наезды на священную корову, на ФРС, это тоже, знаете, как бы с одной стороны, на это может быть добро. Да? Таможня дает добро. Почему? Потому что перезагрузка финансовой системы, мировой финансовой системы – это дело времени. И тут цифровые миллиардеры, конечно, могут вести свою игру против, скажем так, традиционной финансовой институции. Но это не значит, что нам от этого будет там или хуже, или лучше, да, или легче. То есть идет борьба за новый мировой порядок, о его формате, борьба за формат. Как будет он выглядеть? Кто там будет доминировать? Вот это, мне кажется, наиболее правильный подход, когда оценивать все события, оценивать с точки зрения того, что мы сейчас на переломном периоде. То, что Шваб назвал великой перезагрузкой, я считаю, что это вообще переход к новой системе, старая уже там не выдерживает. На политическом уровне это мы видим по недееспособности практически всех институций международных, там, начиная от там, НАТО, ООН и ЮНЕСКО, о чем, кстати, открыто говорят многие уже, скажем так, публичные или такие, скажем, респектабельные политики. Вот это все происходит на фоне войны в Украине. И вот вы начали с того, что если это ответка была, вот массированные обстрелы, я скажу, что нет, это не ответка, это еще не ответка. Поскольку обстрелы были до того чуть более интенсивные, менее интенсивные. Ну, тут же не тот вариант, который вот что-то вот... После вот такого публичной пощечины, которую получила российская власть и лично господин Путин, должен быть какой-то ответ. Мы помним, как события разворачивались с Курской операции. Это тоже была публичная пощечина, поскольку многие наши военные, которые, опять-таки, открыто в эфире говорили, что они не понимают военной логики. Ну, я тоже не понимаю, но я не военный, мне как бы простительно. Но когда генерал выступает, говорит, я не понимаю военной логики, значит, наверное, что-то тут есть какая-то другая логика. Вот политическая логика понятна. Да, вот мы зашли на территорию России, мы показали, что мы тоже можем, и так далее, и так далее. В случае с ударом нашими беспилотниками по стратегической авиации российской аналогично. То есть после этого удара все летело, как летело, еще летело больше. То есть как бы мы не ощутили то, что вдруг перестало лететь. Нет, все летит дальше. Урон, конечно, нанесли, но это, опять-таки, урон более имиджевый. Если мы сравним, поставим на весы вот, финансовые потери России вследствие этой атаки, а с другой стороны, сколько Россия заработала на нефтепродуктах за период СВО, ну, это несоразмерные цифры. Заработали гораздо больше. То есть, да, конечно, какие-то потери есть. А вот, то есть, логики военной пока в этом не просматривается. Да? Вот оно как летело, так и летит. А вот логика политическая, да, конечно, есть. Показать, что мы можем взорвать изнутри. Мы продемонстрировали. Ну, какова смотрите, была ответка? Тут такая история. Зеленский это сам комментирует, говорит, вот водители не знали. Ну, начинает выдавать какие-то детали операции, как бы, да. Это он делает в интервью. Отвечает на вопрос. Это же тоже очень интересно. Трамп говорит, что надо вот как бы дать им еще немножко подраться, а потом влезать, разнимать. Ну и Зеленский делает как бы ответ, да, свой о том, что смотрите, мы не дети в песочнице, у нас там погибают дети, у нас там как бы все украинцы. И если ты не украинец, то ты как бы не можешь, или там находишься не в Украине, ты не можешь до конца этого понять. То есть как бы несколько дней подряд, дня 3, наверное, 4, ну там с перерывами, в своих публикациях, в своих выступлениях Зеленский как бы вот обвиняет Трампа в причастности Трампа, ну вот такой риторической причастности Трампа к ударам Путина по Украине. Мол, если ты это не останавливаешь, значит тебе это как бы на руку, и ты это делаешь.
Сейчас вот свежее из того, что он заявил, да, по поводу там «мы не дети в песочнице», это вот такая драка, это опять-таки вот эта манипуляция. В овальном кабинете он говорил нечто подобное Венсу. Ну, типа, приезжай, посмотри. Тут, говорит, у меня есть видео, я же знаю, я опираюсь на какие-то вещи. А тут, говорит, вы не были в Украине, вы далеко, приезжайте, посмотрите. И вот эта вот история абсолютно дикая в геополитическом плане, показывающая уровень мышления, уровень, скажем так, восприятия и воспроизведения политики. То есть с уровня договоренностей, с уровня каких-то, ну, мы же любим с вами тоже, да, там, подковерных каких-то вещей, скрытых вещей. Это все превращается в базар-вокзал, когда типа, а ты в Украине был? Как это, не был в Керчи, был, так молчи. Ну вот, или наоборот, там как-то, да, в песне. Ну вот такая получается история. И от этого становится еще более, ну как бы, волосы дыбом, да, шерсть дыбом поднимается. Потому что, елки-палки, так а если мы переходим в эту стадию, то что стоит за этим? Вы очень правильно подметили, я хочу просто сакцентировать. Вы говорите, там, военные, да местные жители говорят. В Сумах вопрос обычный, женщина говорит, ну да, будем уезжать. Спасибо Зеленскому и Курской операции. Все четко, говорит, то есть мы показали, что мы можем, проходит полгода, и Сумы должны эвакуироваться, и люди уже, ну, уезжают оттуда. Мы вот провели какую-то блестящую, как ее там оценивают, спецоперацию с этими фурами, с раздвижной крышей, с вот этими домиками. Вот. Ну, понятно, пройдет полгода, и мы опять будем на каком-то другом, ну, в каком-то другом положении. Куда ведет Зеленский вот такой риторикой и такой политикой военной? Это все-таки верховный главнокомандующий, а не, ну, скажем так, политический хам. Знаете, куда ведет, я думаю, он сам не знает. Так, мне кажется. Я недавно вспоминал там в соцсети на истории с 90-х годов, когда мой знакомый попал на вечеринку в одном городишке, где был наш президент Кучма. И вот он рассказывал мне свое там впечатление, как бы вот первый раз со столом с президентом, он хочется что-то спросить, а спросить, он такой простой мужик, а спросить-то он даже не знает что. Ну и в конце концов уже немножко уронявшись там, скажем, в градусе, подошел и говорит, Леонид, вот вопрос можно? Он говорит, ну задавай. На что мы строим? Вот капитализм, социализм, коммунизм. А он так на него смотрит, тебя как звать? Он говорит, ну так и так звать. Слушай, да хрен его знает. Вот эта старая история прекрасная, вот встречи там, вот у моего приятеля с Кучмой. Вот мне кажется, сейчас что-то подобное, если бы в каком-то узком кругу под, скажем так, под 100 грамм Зеленского спросил, а куда мы идем, какие цели войны, он, наверное, бы не смог бы ответить. Если бы он ответил искренне, он ответил бы точно так же, как тогда Кучма. Поскольку вот эти документы, которые мы видели, план победы, план мира, да, уже все о них забыли, но они есть, там еще план стойкости, незламности, или какой там был еще третий внутренний. Так вот, они же ни о чем. То есть это политические декларации, а не какие-то конкретные планы и цели. И вот если говорить, куда ведет, по-моему, он никуда не ведет, он ориентируется по ситуации. А ведут тех, кто где-то там они за кулисами, да, это не теория там заговора, это реально пересечение очень многих интересов, очень влиятельных людей, очень больших денег, которые потом спускаются ниже, и мы видим вот с одной стороны Трамп, с другой стороны Путин, там между ними болтается Зеленский, где-то еще там маячит Си, который там тоже непонятно там пишут разные там, что у него там проблемы, не проблемы, что-то там происходит там в Китае. Вот. Мы видим вот верхушку айсберга. Вот эти все процессы, они там под водой где-то происходят. И эти процессы глобальных торгов, они не заканчиваются, они пока еще происходят. То есть мы пока не видим результата, к чему мы идем. С одной стороны, это уже там любимые сравнения. Условная партия войны, которую представляет Демпартия, сейчас это представляют европейские страны, Макрон, Стармер, не знаю, Мерс в некотором там отношении, да. А с другой стороны партия мира, которая вроде партия мира, которую предоставляет Трамп. Но
но вот мы видим, что у нас понятие войны и мира Трамп точно не представляет, подождите, Трамп не представляет партию мира. Ну как, он же за сутки собирался войну закончить. Не, смотрите, тут какая-то тоже очень интересная игра. У нас то, что называется, имеет иногда, да не иногда, а зачастую противоположный смысл. Простите, пожалуйста, Зеленский тоже заявляет о том, что он хочет закончить войну, да, справедливым миром. Вот вся риторика приводит просто к тому, что вообще мир только отдаляется. И человек, который хочет закончить войну, вряд ли, да, вот, скажем, вряд ли там не меняет тела при первой возможности. Эти 6 тысяч тел, да, которые там Украина... Вчера появилась информация о том, что вот, смотрите, обмен произошел, там 900, первый из этих 6 тысяч, 900 на 40, что-то такое. Потом это все опровергли, сказали нет. Украинская сторона официально говорит, это все как бы вброс, этого нет. Сначала поменяют живых, потом перейдут к телам. Вот как-то так. Но по большому счету, как это работает? Это, видимо, это с российской стороны пошла вот эта цифра 900 на 40. Это, видимо, кто-то у кого-то спросил, кому-то передал, да, дошло до журналиста, что вот сегодня... Вот они там готовы быть отгруженными в рефрижераторы, вот эти тела, да, солдат. И, соответственно, с той стороны мы принимаем столько, а туда отправляем столько сегодня. И это все понесли. А потом это все поставили на отмену и, скажем так, отбой. Вообще тоже такая интересная штука с этими телами. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали тоже. Потому что... Здесь даже сложно комментировать. Почему? Потому что это не просто тела, это трагедии очень многих людей. Это трагедии живых людей. Колоссальные трагедии, которые, мы можем о этом говорить как бы отстранено. Но это чья-то боль, это чьи-то близкие, родные. И тут вот было, не было, вот сорвали этот обмен, не сорвали. Почему? Я понимаю, что там наводили цифры, что если там начнут возвращать тела, а тут надо признавать тогда, у нас же уже 2 года, да, надо от того времени, когда там предположительно убили, до того, чтобы сказать, что действительно убили. То есть это, скажем так, бюджетный вопрос. Денег на это просто нет. Это же надо выплатить компенсации, а на это денег нет, не получается выплачивать. Значит, что надо? Надо как-то тормозить. Это все очень грязно, это мерзко, поскольку, еще раз говорю, это касается личных трагедий очень многих наших сограждан, и все очень печально. Тут даже комментировать не хочется. То, что на этом будет делать какие-то вбросы и идти, опять-таки, та часть гибридной войны, которая называется информационной, да, конечно, что будут. Но, конечно, и причины тоже есть. Причины те, что мы до сих пор, опять-таки, возвращаясь к вопросу, а куда ведет наша власть, а у нас нету целей войны, у нас нету стратегии. Вот границы 91 года – это не цель войны. Это какой-то промежуточный этап, который вот мечтали, что он может быть. Да? Это же не прекращение войны, это что? Это прекращение войны – это капитуляция или мир. А вот когда мы доходим до мира, мы с вами об этом уже в эфирах разговаривали, уже не первый раз, наверное, а у нас тут точек соприкосновения так и не появилось. Помните, да, в классика? Люди как люди, но их испортил квартирный вопрос, да? Так вот здесь политики как политики, но их испортил территориальный вопрос, который не решается никоим образом, ибо Россия продолжает настаивать на том, что вы уйдите с наших областей, которые там непонятно какими референдумами признали своими в то время, когда они были де-факто под контролем Украины. Да? Вот. И, конечно, ни один украинский политик, какой бы он ни был, там, пророссийский, там, прозападный, протрампийский или еще какой-то, ни один не откажется от этих территорий. Просто не поймут. Как? Давайте мы тогда проведем, надо было, кстати, провести референдум и сказать, вот Курская область вступила в состав Украины. А почему нет? Точно так же заняли часть области, провели референдум и сказали, вот тут проголосовали. Кто ж там эти голоса посчитает, да? Реальные или нереальные? Так что, увы, у нас вот, поскольку нет этих точек соприкосновения, то единственный вариант прекратить вот эти все военные действия и взаимные удары, это вот это перемирие, заморозка, да? Но обе стороны кричат, что нет, нам это не подходит. Сейчас как бы Зеленский наставит, давайте мы просто прекратим стрелять на 30 дней.
А российская сторона говорит, ну да, может быть, но давайте тогда прекратим всю военную помощь, прекратим мобилизацию и так далее, и так дальше. Что вот даже не в главных вопросах, но главный вопрос это сейчас, скажем так, территориальный в политическом плане, а вот в таких вопросах перемирие, прекратим стрелять, не прекратим, стороны не могут прийти ни к чему. Я опять-таки напомню Минские соглашения с так называемой формулой Штайнмайера. Ну, Штайнмайер никакой формулы не изобрел, он просто говорил о том, что надо решить вопрос, один вопрос. Что первое? Первое, уходят ли российские войска и потом выборы на ЛДНР, территориях ЛДНР, или сначала выборы при нахождении там как наблюдателей или как гарантов там, российских войск, а потом уже отход российских войск за территорию. И чем завершилось? Да ничем. Еще в 2016 году Порошенко говорил, что вот у нас до конца, где-то в сентябре, по-моему, до конца года будет дорожная карта, все, мы там уже все согласовали, и ничего с этого не получилось. Вот точно так же и здесь. Вот нет у нас механизма, нет вот этой формулы, сказать, что вот мы на этом можем что-то выстроить. И в результате вот такая турбулентность. Чем эта турбулентность может закончиться? До изнеможения кого-то из противников. И тут, конечно, мы имеем дело с монстром, да, объективно, с ресурсами, с территорией, там, с военно-промышленными комплексами и так дальше. И это, конечно, такие очень бы были оптимистические ожидания, что что-то там с этим монстром случится, ибо не единым Путиным, Путин там коллективный. Я не говорю о том, что там двойник или там двойники, или это неважно. Да? То есть коллективная власть, коллективный Путин. Точно так же, как у нас коллективный Зеленский. Только он более такой медийный. Да? Но не он один принимает решения. Так же, как и Трамп, и как рассказывали люди, которые более знакомы с китайской системой управления, Си Цзиньпинь не император. То есть да, он как бы лицо партии. Да? Но там есть, скажем, группа людей, которые выстраивают главный, скажем, вектор интереса. Он представляет вот эту группу людей. Будет плохо представлять, заменят тот или иной способ. Плюс и внутренние, там, скажем, свои там противостояния партийцев с комсомольцами, еще с другой политической системой. То есть нет у нас такого, что вот лидер, который вот он все может и он там все решает. Нет, конечно. Ну, это наивно. Это как возьмите любую компанию. Если взять аналогию с бизнесом, она уместна, поскольку здесь тоже речь о больших деньгах. Вот так у нас это все сейчас происходит, что мы пока вот в этой турбулентности, мы пока не понимаем, куда это все может завести. Ибо позиция Европы или партии войны, так называемой, это, скажем так, изнемождение России, то есть или замена лидера на какого-то другого, хотя там непонятно, что это изменит на самом деле. А другой вариант – это, ну, скажем, то, о чем уже давно не только я говорил, и другие, но много кто говорил, о том, что должно что-то произойти, что-то такое, что скажет, ну все, дальше уже точно уже надо мир, какое-либо там перемирие, поскольку это уже там слишком. Это слишком, так, это вот это, именно... Подождите, что это может быть? Ну, давайте просто... Что это может смотрите, быть? у нас сейчас очень такая нездоровая дискуссия развивается. Это там политолог Давыдюк там говорит, что вот у него там данные есть, что могут наши партнеры дать ядерную бомбу Украине. Понимаете? То есть или какой-то там, или грязную бомбу, или какую-то еще. То есть вот этот шаг к эскалации следующий. Угроза ядерной триаде – это фактически прописанная доктрина Путина, то, с чего вы начали. Ну, то есть удар Тяо поняли бы все. Ну, то есть по документам имеется в виду. Но мы видим сейчас плановую отработку военных объектов. Нам опять-таки, тут же тоже очень важный момент. Ничего же не рассказывают. Ну вот ничего, куда попали. Люди там примерно, они там как-то на местности догадываются и делятся в соцсетях. Ага, в Луцке вот этот завод был, там мотор какой-то. В Павлограде вот этот завод был. А вот этот удар по Днепру, да, вот там в Днепре вот этот завод был. Ну, примерно они так понимают, да, там, как бы на местности ориентируются. То есть это у нас все говорят, там, цели потеряны локационно, ничего не сбили. Я к чему это привожу, этот пример? Идет, вот как вы правильно выразились, на изнемождение. Но последствий вот этого изнашивания мы не знаем.
Потому что все сбили, все как бы там... Вот если куда-то и попали российские ракеты и шахеды, то это вот только в жилые дома и там завалило этих... Ну, вы поняли, там, завалило спортсменов в гостинице, а то, что там эти спортсмены, говорят, там военные были, там, да, и двое из них там ранены или погибли, то есть это сам человек, который спортсмен, член сборной команды по легкой атлетике, говорит. То есть это уже другой момент. Мы видим, как цели подменяются гражданскими, соответственно, проанализировать эффективность и вот эту историю мы не можем. Вот это и оценить, сравнить эффективность. То есть о нашем ударе по аэродромам, по там, Крымскому мосту, по вот сейчас тоже там летело в завод в Саратове, сбили там, ну, авиационный завод, да, сбили на пару улиц. То есть мы примерно понимаем, да, то есть нам рассказывают как. А про Украину не рассказывают ничего. Соответственно, делать взвешенные оценки и понимать, сколько это может продолжаться, мы не можем. Вы как вот, ну, человек тоже из бизнеса, ну вот смотрите, ну елки-палки, когда выходят и ищут 400 миллиардов до конца года перекраивать бюджет, Украина фактически находится в дефолте, это, ну, это дефолт. Мы не заплатили по вот этим ВВП-варантам. Все. То есть там понижение рейтинга и так далее, и так далее. Это все как так отметается в сторону. Говорится, нет, вот давайте сейчас перекроим, давайте там кого-то поднажмем, какие-то налоги, какие-то карточки, откуда-то там, да, с миру по нитке. Но это тоже плачевное состояние, и это тоже изнемождение войной, когда не хватает денег. То есть, и мы вот, похоже, вот сходимся в эту точку, да, точку уже, когда, ну, пора, даже не зная вот этих деталей, но суммировать все и понять, ну, вот, что это край. А у нас этот край, как бы, ну, не признают, получается. Ну, у нас край как бы искусственно отодвигается. Ну вот смотрите, если мы говорим о применении ядерным оружием, то исходя из измененной уже доктрины Российской Федерации, даже Курская вот эта операция, это были уже основания для того, чтобы применить. Этих оснований уже очень много. Если просчитать вот доктрину, я сейчас там уже там дословно, конечно, не вспомню, но уже не единожды уже замечал о том, что да, формальные предпосылки есть. Вот, но опять-таки вот красные линии. Ага, вот какая красная линия? Такая, еще какая должна быть. Вот когда, возможно, там, скажем, терпение лопнет или еще что-то. Кстати, в России уже очень тоже поднимается эта волна. Там же куча, извините, придурков, которые говорят, вот надо ядерную ответку, иначе мы тут не накажем, вот нам надо ответить. Пишут, что Трамп пытался отговорить Путина. Вот, применение ядерного оружия. Пытался, не пытался, сказать сложно. Но если вернуться к кульминации, то она же не обязательно должна быть в ядерном таком выражении. Скажем, возможная кульминация это будет не просто массированный удар, а вот какая-то непрерывная череда массированных ударов по каким-то объектам. Хотя я даже не знаю, что там еще осталось. У нас там заводы, которые там что-то производят, энергетические объекты, которые обстреляны. Ну, не думаю, что будут удары по ядерным объектам. Но как провокация вполне возможно. То есть это тоже нельзя этого сбрасывать со счетов. Но если говорить о газораспределительной системе, почему нет? Это что же может, скажем, огромнейший удар будет нанесен. Понимаете, как бы, если вернуться к деньгам, как бы это цинично не звучало, но BlackRock, извините, пофиг на чем зарабатывать. Или на Lockheed Martin на оружие, или на отстройке Украины, там, газопроводов, энергетики и так дальше. Но все равно будет зарабатывать. Акционеры очень многих выгодоприобретателей от войны, многих выгодоприобретателей акционеры одни и те же, которые будут зарабатывать и на том, и на другом. Вот, увы, вот такие реалии в нашем глобальном мире. И это не конспирология, это уже, кажется, уже всем понятно, да, становится. Вот. Что касается денег, то Украина в дефолте, не в дефолте. Так Америка тоже в дефолте, ну, таком неявном, да, поскольку Америка живет в долг. Если мы посмотрим на динамику роста долга США, а, кстати, Маск об этом, да, тоже упомянул там, да, сейчас, пару дней назад, что динамика его такова, что Америка
идет к банкротству. Там кривая вот уже начинает подниматься почти вертикально. А если мы возьмем проблемы Украины, а сопоставим их немножко с ресурсами Украины, ну, так тут у нас все не так уж плохо. Но, увы, мы заложники этой системы. Мы от нее никуда не денемся. Никто от доллара еще не отказался. При всех там, скажем, попытках, там страны БРИКС, там своя валюта, где она? Да нету никакой своей валюты. Говорят, сейчас переходит цифра. Но опять-таки цифра на чем будет базироваться? Та же крипта. BlackRock уже держит крипту, да? Биткоин уже держит BlackRock. Ну, не весь, конечно, но очень много. То есть тот, кто обладает этим финансовым активом, он будет и устанавливать цену. Вот как Рокфеллер устанавливали, Ротшильд, уже не помню, кто из них, цену на золото все время устанавливает, да? Контролирует рост этой цен. Тоже та же самая ситуация и с биткоином, с другими криптовалютами. Видите ли, весь мир сейчас зашел в какой-то тупик. Финансовый тупик. Все всем должны, непонятно, кто, кому в результате должны. Политический тупик. Каждая страна, она разделилась почти напополам. Это очень страшно. Возьмите выборы последние, где там у нас? Румыния, Польша, да? Почти 50 на 50. Это же не только у нас, это и на другом континенте, и в Латинской Америке. Половина сторонников так называемого демократического западного мира, половина сторонников, ну, скажем так, республиканских ценностей, как бы трамповских, да, что-то наподобие МАГА, или другими словами, это русский мир, там, на польский или там, на румынский лад. Да. Вот. Ну, я говорю русский мир не, знаете, как не стебни, а это какая-то система ценностей. Я считаю, что это псевдоконсервативные ценности. Но, тем не менее, они противоставляются вот этому всему засилию каких-то неприродных ценностей, которые мы с вами наблюдаем. И вот мне кажется, что в Украине как раз выход с политической кризы, из других кризисов военных там и прочих, культурных и так дальше, это возвращение к каким-то традиционным ценностям. А у нас все те, кто выступает против там разных там ЛГБТ-явлений и так дальше, они нарекаются кем? Сторонниками Кремля. Да? Вот так и действует русский мир. Поскольку... Подождите, у нас все нарекаются сторонниками Кремля. Ну, то есть, не только против ЛГБТ, кто выступает. Если там что-то где-то как-то у тебя, ты можешь высказываться по-другому, иначе тебя сразу, оп, все, сторонник Кремля, агент, ФСБ. Да. Причем парадокс в том, что и защититься нельзя. Вот эта вот история с Шарием, которая произошла. Причем, ну, Шари – это уже бренд, да, вот этого всего, ну, скажем так, информационного сопротивления. У него было дело и при Порошенко, и потом Зеленский. Все же помнят, ну, просто уже, наверное, не помнят, война все-таки, как он в первые дни своего президентства он приглашал его вернуться в Украину, передавал приветы теплые, пламенные, потому что он как бы мочил Порошенко, и успешно в том числе. Не он один, но тем не менее мочил он, и Зеленский победил. И тогда вообще вот первые дни президентства Зеленского оказались вот нечто. А сейчас что мы видим? 15 лет без возможности даже, ну, как бы участвовать в процессе, обжаловать что-то. Ну, такой кринж просто. За что? За публикацию ролика в YouTube. Ну, то есть, измена Родины, тяжелейшая статья. Приговор судебный вынесли. То есть, это же абсолютная фаза какого-то, ну, конца вот этой системы. То есть, тут, я не знаю уже, как это. Тут, может быть, если ты прошел мимо... следующее преступление может быть, если ты прошел мимо, например, вот этой Родины Матери, и где флаг большой украинский, да, в Киеве, прошел мимо и не заплакал от счастья, что ты украинец, то тебе, наверное, 15 лет дадут и скажут, что ты предал Родину. Ну вот к этим мы идем абсурдным вещам, судя по всему. Да, мы к ним идем, причем с двумя путями. Один тот же либеральный путь, да, когда, помните, недавняя история, пандемия так называемая, да, и вот запрет гулять в парках. И вот человек, который запрещал гулять в парках, у нас сегодня министр, ничего, нормально все себя чувствует. И другие вещи, да, но это же мы двигались в ногу с Западом, да, впереди планеты всей. Кстати, Россия та же самая история.
Да, они же тоже впереди планеты всей, там и с вакцинами и так дальше. А сейчас вот там с кузнечиками съедобными и другие истории. А другая вот это опять-таки система тоталитарная, так называемая. То есть у нас тоталитаризм, он имеет двоякое лицо. Он двуликий Янус. Один тоталитаризм, идущий через либеральные так называемые ценности, а другой идет вот через жесткую систему управления, там, скажем, там, когда там при власти там одна партия или одна группа людей без демократии и так дальше. Вот мы движемся одновременно двумя путями. Вот у нас, как всегда, получается как-то так двояко. С одной стороны, примеры, которые вы назвали, это похлеще, чем в России. Ну, или где-то подобно, как в России. А с другой стороны, мы же тут все такие западные, либеральные и так дальше. У нас тут демократия. Вот. А все сходится к тоталитаризму. А новый мировой порядок – это будет цифровой тоталитаризм, куда как ни крути. По одной простой причине, опять-таки, без никакой конспирологии, мы видим, что та система, которая существует сегодня в мире, она уже не дает ответа на вопросы и не гарантирует вообще ничего и никому. Значит, тут должна быть другая система. И вот как раз такие личности, как Трамп, как Маск, скажем, с таким психопатическим, извините, уклоном, это не в обиду, это как бы впечатление их психотипа, они по своей природе, они могут объединяться и что-то провести какую-то революцию, да, что-то сменить, что-то сломать. А вот построить это уже совершенно другая история, да, вот с этим сложно. Маск уникальный стартапер, ну, то есть он на коротких проектах. Стартапы у него супер. А вот дальняя стратегия, тут еще вопрос, поскольку пока еще нет успешных долгих у него проектов. Вот эти вбросы такие быстрые есть, а долгой игры пока нет. Увы, так что тут мы с вами опять-таки находимся в Украине в таком интересном положении. И, как сказал когда-то один умный человек, вот знаете, Украина как бы на развилке, даже не на развилке, а такой мостик, да, который объединяет и Запад с его ценностями, демократией и так дальше, и Восток с его ценностями там, абсолютной власти и так дальше. Если мы возьмем историю Украины, это что такое была Запорожская сечь? Это как раз и был тот мостик. Мы же помним, что такое казацкая демократия, да? И с одной стороны, а с другой стороны, полная власть гетьмана или кошевого во время похода, во время войны, когда слово закон. Но когда он не такой крутой, как оказался, чем заканчивали многие наши полководцы казацкие? Просто поднимали на сабли и все. То есть плачевно заканчивали. Так вот, вот этот типаж Украины, который вот на этом распутье, это уникальный шанс объединить и создать что-то конструктивное. У нас же все политики чем занимались? Разъединяли Восток и Запад, бандеровцы, там, москали, русский язык, украинская мова и так дальше, и так дальше. Даже историю, ближайшую историю сумели и то разъединить, извините, и просрать, поскольку даже во Львове очень много людей, которых деды воевали не только в УПА или в дивизии Галичина, которые боролись за свою Украину, они так понимали свою Украину, как независимую от коммунистической Украины. Но многие боролись и в составе Красной Армии против немцев, тоже за свою Украину. И вот это все вместо того, чтобы понять, извлечь урок и объединить людей на основании вот этой трагедии, у нас что сделали? Ну, посносили памятники. Это все Советский Союз, это все москали, это все победобесие. Ну, так разделяя власть, действует политика. И у нас и в России, и на Западе. Увы, таковы реалии. Вы знаете, по поводу Львова я поразился. Это в конце мая там что-то было интервью. Садовой, там что-то хорошо кушает, занимается регулярно половой жизнью. В общем, смотрите, какой замечательный мэр. Ну, какой-то материал о нем. Но по большому-то счету, если так разобраться, даже вот вы сейчас... Даже вы сейчас говорите, у нас во Львове не только УПА, да, там, ну или там, ну вот, скажем так, да, вот были вот эти люди, которые там боролись вот за такую Украину. Наоборот, если мы берем как мерило численность населения, ну вот региона там или там города, то наоборот.
то получается, что нужно формулировать наоборот, что не только в Красной армии служили, а еще и вот, скажем, вот этих всех отрядах, да, потому что это несопоставимые числа. Вот у нас что-то такое произошло, что мы берем определенную группу и накладываем ее на всех. А это неправда. Львов русскоязычный город всю жизнь был. Потрясающие, причем такие патриотические люди, которые, хорошие люди, то есть они действительно там трудовые подвиги совершали, они работали, они облагораживали. А сейчас получается, что как бы смена, вот это вот про ценности начали говорить, так это так и есть, смена вот этих ценностей, слом определенный. То есть забыли уже там, забыли своего деда и прадеда, да, а гордятся каким-то непонятным, не знаю, там, предком, который был или не был, дошли до него, правду мы о нем знаем, неправду, идеологически, понимаете, то есть вот в этом и суть. Я вот хотел это... Да. Я коротко прокомментирую, да, как львовянин коренной. Очень много мифологии вокруг вот этих вопросов. И давайте вспомним сначала. Вспомним о том, что Украина вот в административных территориях, которые сейчас вот получилась после развала Советского Союза, она очень неоднородная. И есть прекрасная там работа Данила Иневского. Да. Он исследовал, как бы, вот с каких компонентов как бы собрана Украина. С очень разных этнических групп населения, которые проживали и на территории Польши, в операции «Висла», которые депортировали с этих территорий. Очень много у нас переселенцев, среди моих знакомых, друзей, вот, которые проживали на территории нынешней Российской Федерации. Я до сих пор храню видео с Липецкой области, когда в их эфире вышла девочка в вышиванке и сказала, вот я сейчас вам скажу на нашем местном наречии, вот, или вы поймете. И на хорошем литературном, почти литературном украинском языке она ведущему там сказала что-то о картошке и так дальше. Вот я в общих чертах понял. То есть там очень много было того населения, которое разговаривало на одном из диалектов украинского языка. Почему одном из? Поскольку даже львовская гвара, знаете, есть такой терминология такая, это уже смесь с польским языком, какое-то местное наречие. Тоже местное наречие, но уже больше смесь с русским языком, там на Полтавщине и так дальше. Если мы возьмем известный словарь, вот вылетел слово мне его там составитель, украинско-московский словарь, так и называется. И посмотрим на слова, так очень много слов, которые мы считаем русскими, в этом словаре они как украинские. Да? То есть неоднородная Украина. Формировались в очень разных условиях. Магдебургское право здесь, на Западной Украине, опять-таки, под кем? Не свободная Украина, а это под Польшей было, под Австрией-Венгрией, да? И Украина под Российской империей. Совершенно другая правовая система, культурная система. И вот эту систему отстраивали кто? Те же украинцы в России. Феофан Прокопович. В то время там большинство иерархов Русской Православной Церкви, они были по происхождению украинцы. Ну, возможно, не большинство, но очень много. Я же не помню цифры, давно это считал. Да, так вот, это все неоднородное. Это неоднородная масса, которая на этой территории. Ее объединить очень сложно, но никто и не пытался. Начали что делать? Разъединять. А если что касается вот Второй мировой войны, вот этих всех, то я 3 года работал над воспоминаниями человека, который со школьной скамьи, которого загребли вроде бы как бы за участие в юношеской там подпольной организации, бандеровской, националистической, который основал провокатор КГБ. Ну, то есть засланный казачок, который организовал там как бы свою там группу, сдал своих же товарищей. Ну и вот человек, который всю жизнь он был ярким националистом, прошел все наши круги ада, начиная от тюрьмы Налонского, где там были замучены очень много людей, и заканчивая Колымой. И вот это все воспоминания я помогал редактировать эту книгу 2 года. Очень много общался с человеком, очень много понял из этой новейшей истории и вообще из истории Украины. Это была постоянно вот эта мифология, накачка.
Понимаете, если вы хотите прочитать более интересное что-то или объективное, посчитайте не воспоминания Бандеры, которого вы взяли как идола сейчас, да, бандеровцы, Бандера, который сидел там большинство времени в немецком концлагере во время войны, а посчитайте Бульбу-Боровца. О нем почти никто не знает. Уникальные воспоминания. И вот Бульба-Боровец, это как пример политика, да, он со всеми договаривался. Он договаривался с поляками. Это первый враг был украинского крестьянина на территории польский пан с поляками. Да? Но даже с армией крови он пытался договориться о совместных действиях. Против кого? Против немцев, против Красной армии. Он договорился с Красной армией, пытался договориться. И он это все описывает публично в заявлениях. То есть человек не был, знаете, как наша власть сейчас. Вот мы то туда припнем, то туда, как некая субстанция в ополонке болтается с одного берега к другому. А вот он пытался найти точки соприкосновения с теми, с кем он мог построить независимое государство Украины. И тут мы уже стыкаемся с геополитическими, всякими там историческими экскурсами Путина, который считает, что такого государства не было. То есть народ есть, народ, который разговаривает на одном языке, хотя со своими там диалектами, которого там очень давняя, длинная культура. Так а что это за, смотрите, так а что это за длинная давняя культура? Что это за народ? Понимаете, в чем дело? Тут же вот опять-таки скандал же лютый по поводу дня, какой 11 июля, по-моему, да, в общем, день геноцида, там, Волынской резни, в общем, в Польше, 7 проголосовал. Украинский МИД там чего-то бьется, там чего-то, вот, вы там нарушаете. Но все уже, ну, как бы, день есть, вот такой. То есть это такой какой-то, не знаю, там, это вот такой бумеранг упоротости. Ровно как ты, ну, там, устанавливаешь кучу дней там, голодомора, политических репрессий, вот, декоммунизацию, да, вот это все находит теперь уже историческую ответку. И ты уже ничего тут не сделаешь. Это Польша решила, причем так выписали, это была Восточная Польша, ну, Волынская область, вот эта часть, да, это вот восточные наши земли украинские. И тут тебе и территориальная претензия, и историческая, и историко-культурная, и вот это все, вот, собственно, его лазит наружу, и с этим никто не умеет, не знает, что делать, потому что, ну, это, можно сказать, там нож, да, идеологический нож в спину, но поляки всегда были такие. Поляки были такие всегда. И с ними просто нужно было, ну, как нормально взаимодействовать, коммуницировать. Да, понятно, сложные отношения исторические. Сложные отношения. И с Россией сложные, и с Польшей сложные. И в определенных регионах, там это же и Румыния, и Венгрия, тоже сложные отношения, правильно. А если говорить о истории, ну, опять-таки, тоже манипуляции. Львов гораздо более древний город. Мы же знаем, там 1256 год основания Львова. Да? На самом деле в летописи, Галицкой, Волынской летописи, которая хранится в Москве, в библиотеке, там, и публикации с нее вышли в свое время в одной книге, документальная книга в Львове, Львов в документах. Там написано, знаете, какой год? 6677. Кстати, в России очень много этим вопросом интересуется, что календарь-то у нас немножко не тот, да? Вот Рождества Христова, действительно, календарь, который в летописи, он разница 5511 лет. Вот по этому календарю, который упоминается в летописи, и тот, к которому мы привыкли. Археологические раскопки, даже на территории Львова, которые их очень мало проводилось, но свидетельствует о том, что поселение здесь было задолго до вот первой даты упоминания в летописи. Много других фактов, которые говорят о том, что люди на этой земле жили очень давно. А что касается современной, более современной истории, летописная история, это начинается у нас с того, что был король, князь или король Данила Галицкий, да? Король Данила, а захватил Львов Казимир, польский король. С чего начал польский король, кроме того, что забрал все сокровища, да дальше сжег библиотеку. Ничего не напоминает, да? Вот. И с того времени Львов постоянно был под
властью то поляков, то венгров, там один период истории, потом уже австро-венгерской истории. Но если мы возьмем этнические карты населения, переписи, тоже австрийские, которые очень дотошные, там до каждого селянина, они там уже каждого посчитали, да, так мы видим, это вся территория, включая территорию регионы Польши до операции Висла, до реки Сян, так называемая Восточная Галичина, Східна Галичина, Восточная Галиция. Это было преимущественно все население в селах, население все украинцы. А города были польская, еврейская, украинская. Такая же история в Российской империи, слушайте. Да даже до сих пор так, до современных этих, до современности. На востоке страны, имеется в виду Украина, да, на востоке село говорит по-украински или на таком суржике, в принципе, понятно, украинский язык. Город говорит по-русски. Киев, совершенно верно. Киев точно такой же. И вообще там другие регионы. Один в один все. Да, совершенно верно. То есть Львов до того, как до окончания Второй мировой войны, он не был украинским. Украинцы в Львове как появились массово? Появились тогда, когда ушли поляки, ушли евреи, когда начали строить заводы, надо было рабочую силу. И масса людей из окрестных сел, поселений. Это был город-гуртожиток, общежитие, как его назвал один львовский архитектор. Так получается, что у нас в историческом плане, если так разобраться, может, в этом и все проблемы, да, Украины и народа, вообще как страны имеется в виду, как я не беру слово государство, и государство тоже, что у нас на государственном уровне село в историческом плане победило город, когда традиции, научные какие-то вещи, они там, исход произошел, честно, отказ от русского языка, да, то есть у нас Шевченко кто он, провидник сейчас или не провидник? Он там Тарас Шевченко. Вы хотите вспомнить о дневниках Шевченко на русском языке, да? Понимаете, в чем дело? А кто он? А Гоголь уже, а Булгаков, да, все. Это исход произошел определенный. И с этими фигурами, людьми, я просто литературные примеры беру, не беру научные. Хотя если так копнуть, сейчас даже сейчас люди, они как делают? Есть же, надо тебе что-то построить, да? Не знаю, там, баню. Или там заправку, построить. Ты обращаешься за проектом, есть инженеры, которые чертят, которые все там расчерчивают. И они говорят, это мы чертим на украинском языке так просто, чтобы оно в общем было. Да, и это показываем, подаем, там это все регистрируют, это же державную мову должно быть все это. А строителям, прорабу, мы чертим на русском языке. Чертежи делаем, документацию проектную. Потому что там, во-первых, нет соответственных слов, конкретики, нет этих всех моментов. То есть мы красивый проект отдали в эту палату, и все. И люди сидят по чертежам советским, имеется в виду по справочникам чертежным советским, вычерчивают эту всю, чтобы строителю условному было понятно, как построить баню или заправку, или, не знаю, что-нибудь. То есть мы изначально на своем фундаменте созидания шизофрении находимся. Понимаете? Наше состояние шизофрении, запланировано. Да? Вспомните, весь украинский политик разделял. То, что вы говорите, да, тут мы сделали картинку на украинском языке, а там все остальное, там начинка вся на русском языке. Это, кстати, банальный пример, когда это действительно было. Я как архитектор за первым высшим образованием архитектор, я просто понимаю эту аналогию или аллегорию. Увы, исходя из объективных условий существования Украины под другими имперскими государственными образованиями, там Россия, там Австро-Венгрия, неважно, да, учитывая то, что все-таки этот народ разговаривал почти, в основной массе, кроме таких ярко выраженных диалектов, на одном языке. Одна культура, которая была. Надо было объединять и находить какие-то общие ценности. И не надо глубоко копать. Общие ценности — это были ценности, те, которые основной массе людей наиболее понятны. Ценности его личного кармана, сытого желудка и стабильности. А мы отказались от этого. И начали что делать? Начали, опять-таки, раздирать эту Украину.
И вот я сейчас смотрю, что происходит в информационной сфере. Это страшно. Как сейчас поливают Трампа, там, делают его там последним козлом отпущения и так дальше, и так дальше. Это все идут репосты, там, какой там он маразматик и так дальше. Где вы были, дорогими, когда был куда хуже маразматик Байден, который нас втянул в эту всю историю, который благословил. Которого вообще не было. С автоподписью, который там вообще... Да, непонятно, да, кто там был и кто подпись ставил. В 2020 году вообще, может, его убили. Там, да, Трамп перепостил такую. Ну да, Трампа версия такая. Так что, увы, мы, если мы к этому не придем и не начнем понимать, что нам надо искать общее, и общее на основании тех ценностей, которые были, которые сохранились. Даже во время, там, как бы такой бы ни был Советский Союз, там кто-то его идеализирует, кто-то его там проклинает. Ну, я стараюсь объективно относиться. Я вырос при Советском Союзе, я четко понимал все его реалии, и плюсы, и минусы. Не было все так плохо, да. Тот же город Львов так не застраивали. Говорят, вот тут застроили заводы, но выстроили за 20 лет больше парков, чем за все предыдущие 150 лет. Это академик Кучерявый в своей книге пишет, да. А сегодня пришла украинская власть с мэром там Садовым, непонятно какой там ориентации во всех смыслах и так дальше. Я имею в виду и политическую, и, там, и другую. Так вот, и город Львов уничтожен уже почти. Вот этими застройками, которые просто массовое строительство, без дорог, без улиц, без скверов, зелени и так дальше. Вот понимаете, город Львов, который развивался при Австро-Венгрии, потом при Советском Союзе, со своими минусами, со своими плюсами, сегодня он почти уничтожен. Вот факт, о котором я очень много могу рассказывать, как автор книги именно «Великий Львів», и соавтор этой градостроительной концепции. Это то, что мое, то, что я знаю. И вот аналогии я могу провести очень много. Но мы же не знаем вот эту всю историю. У нас, если ты говоришь что-то хорошее, что было в Совке, ты все, ты москаль, ты уже агент Кремля. А то, что у нас вся система власти, кстати, местной власти, она вся советская, и с этими, и это в мозгах это до сих пор сидит, вот, то, что плохое, об этом никто не говорит. Это у нас как бы закатом происходит. Разрушение Украины так называемыми соросятами, вот этими недоучками, недоумками, которые сейчас при власти, об этом тоже никто не говорит. То есть я понимаю объективные процессы. Это я слышал еще на тренингах Фрэнка Пюселика, очень интересный человек, который как-то в перерыве сказал: вашу страну врятували, видите, забыл русское слово. Спасли ваши бюрократы, поскольку как только открывается новый рынок, а новая страна – это новый рынок, сюда заходят компании, задача которых выстроить систему так, чтобы она принадлежала международным корпорациям. И вот когда сюда пришли, ваши бюрократы просто не дали этого сделать, поскольку система так была выстроена. Вот эту систему сломали, новую не построили. А вместо этих бюрократов поставили людей, которые просто-напросто во время войны умудряются развивать там сумасшедшие коррупционные схемы, распродавать страну, землю и так дальше. Вот, увы, таковы реалии. Юрий Сытник был моим собеседником сегодня. Спасибо, что нашли время и поделились своими мыслями. Спасибо вам. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, что думаете в комментариях. Увидимся обязательно. Всем добра и света.